Витаю! В этом видео в PrepaMax мы посчитаем частоту собственных колебаний круглой мембраны без учета нагрузки и с учетом нагрузки в виде равномерного по всей площади натяжения. Итак, для начала в FreeCAD создадим 3D модель. Я буду использовать конечные элементы пластин, поэтому мембрана у меня представляет собой просто круглую поверхность диаметром 300 мм. Сохраняем ее формат STP. Чертил я ее в миллиметрах, поэтому их же и оставлю. Теперь можно переходить в PrepaMax. Создаем новый файл. Схема была в миллиметрах, поэтому оставляем миллиметры. Загружаем 3D модель. В настройки сетки конечных элементов добавляем параметр разбиения, указывая максимальный размер элемента, минимальный размер элемента и количество участков разбиения окружности. Генерируем сетку конечных элементов. Создадим материал. Добавим в него плотность. И упругие характеристики. Модуль деформации, коэффициент Пуассона. Добавим толщину мембране. Это у нас Shell Section. Пишем толщину КЕ пластины. Выбираем элементы. Проверяем материал. И нажимаем ОК. Создадим расчет. Он будет состоять из единственного шага поиска формы частот собственных колебаний. Здесь мы пишем, сколько форм мы хотим найти. Визуализация результатов для элементов поставим 2D. Мембрана настолько тонкая, что ее толщина будет мало заметна. Закрепим мембрану по контуру во всех направлениях. Нагрузки в данном шаге не предусматриваются. Запускаем расчет. Не забываем нажать «Загрузить результаты». Смотрим, что получилось. Немножко откорректируем масштаб деформации. Теперь посмотрим, как будет колебаться мембрана. Это была первая форма, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Частоту колебаний для каждой формы можно посмотреть вот в этой рамочке, а также вывести таблицу. Также в History Output можно посмотреть модальные массы. Эффективные, общие, относительные. И их суммы. Теперь посчитаем частоту собственных колебаний мембраны с учетом напряжений от натяжения. Равномерное натяжение мембраны по всей площади будем моделировать необычным способом при помощи температурной деформации. Первым делом добавим в материал коэффициент температурного расширения. Диаметр мембраны 300 мм. Чтобы натянуть ее на 1 мм при изменении температуры на 1 градус, коэффициент температурного расширения должен быть равен 33 десятитысячные. Начальную температуру поставим 0.
Добавим начальные условия. Там тоже поставим температуру равную нулю. Теперь создадим расчет. Он будет состоять из двух шагов. Первый шаг статический. В нем мы определим напряжение от натяжения. Граничные условия будут те же самые, что и в предыдущем расчете. Закрепим мембрану во всех направлениях по контуру. Добавим температурную нагрузку. Нам нужно, чтобы мембрана натянулась на 1 мм. Поэтому поставим температуру минус 1 градус и назначим ее всей площади мембраны. Теперь добавим второй шаг. В нем будем определять частоту собственных колебаний. Чтобы учесть влияние натяжения, включим perturbation, то есть учет результатов предыдущего шага. Количество форм собственных колебаний оставим то же, что и в предыдущем расчете. Закрепления подтянулись из предыдущего шага, оставим их без изменений. Температурная нагрузка тоже подтянулась, но она отключена. Запускаем расчет. Загружаем результаты. Сначала посмотрим результаты для первого шага. Напряжение по мизису везде одинаковое. Тоже можно сказать и про главное напряжение. Значит, натяжение мембраны равномерное по всей площади. Смотрим второй шаг – форму собственных колебаний. Немного отмасштабируем. Как видим, формы собственных колебаний не сильно изменились. Зато натяжение заметно повлияло на частоты. По сравнению с расчетом без натяжения, рад секунд и герц значительно прибавилось. Ну и напоследок посмотрим анимацию форм собственных колебаний мембраны. Первая форма. Вторая форма. Третью пропускаем, она похожа на вторую. Посмотрим четвертую. Пятая похожа на четвертую. Шестая форма делает мембрану похожей на сомбреро. На этом все. Дякую за увагу.